Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Узнай будущее. Таро расклад на 10 дней, на декаду с 1 по 10 января 2025 года. Давайте узнаем события ближайшего будущего или что вас ждет. Может быть, что изменит ваши планы или те события, которые так или иначе будут оказывать влияние на вашу жизнь, по мнению карт. У нас сегодня две колоды. Первая – это Ленорман. И мы не будем предвосхищать события, а позволим картам раскрыть цепочку последовательности тех обстоятельств, которые нам придется пережить, и дополним после картами Таро. 4 карты мы с вами достаем, чтобы узнать события ближайшего будущего. С чем это будет связано? Или что наиболее актуально для вас будет, Козероги, в ближайшие эти 10 дней? Какие события вас могут ожидать? Итак, события ближайшего будущего. Первая карта. События ближайшего времени. События ближайших дней. Что нам подскажут карты? Первая карта колоды Таро – неожиданность. И пусть это будут приятные сюрпризы, радости, мои дорогие Козероги. Туз мечей. Какое-то важное решение вы будете принимать. И шестерка мечей. Ух, у вас тут какая-то перезагрузка. Шестерка мечей – это всегда карта заслуженного успеха. Это точно. Что-то мы совершим очень хорошо, вы, мои дорогие. Это как преддверие будущих успешных событий или какой-то новой ситуации. Но всегда, когда шестерка мечей, требуется мужество идти вперед как минимум. Это что-то пока не познанное. Но благодаря тому, что первое, у нас хватает решимости. Второе, туз мечей. Всегда выход из лабиринта. Я так называю эту карту, потому что мы словно блуждали в потемках. Или, пусть мы не блуждали, мы были уверены, что мы что-то делаем правильно, но тут какая-то перезагрузка происходит. Ведь по шестерке мечей мы словно куда-то отправляемся. У кого-то буквально дорога, поездка, может быть, переезд. У кого-то в эти только 10 дней период короткий, а для кого-то именно эти 10 дней. Может быть, будет какая-то полезная информация. Или вы совершите какие-то важные переговоры, или состоится важный разговор, после которого и происходит эта своеобразная перезагрузка, и вы понимаете, нет, вот именно теперь я на это решаюсь. И это и будет своеобразным выходом из лабиринта. Вы примете, правда, жизнеутверждающее какое-то для себя, я не могу сказать простое решение, потому что мечи, опять же, мужество требуется и решимость, безусловно. Но вы теперь точно знаете, как будто куда я иду или как вы будете действовать. Может быть, по какому-то конкретному вопросу. А для кого-то из вас это глобальное что-то. Если мы говорим переезд, может быть, переезд далеко. Или какое-то короткое даже где-то путешествие может тоже служить для вас своеобразной перезагрузкой в эти 10 дней. Неожиданно. Неожиданно, а ведь я теперь понимаю, почему это так произошло. Я только собралась выложить карты, а перевернулись мы еще с вами не успели открыть карты Ленорман. И как будто вот эти две перевернувшиеся карты дают сразу вам подсказку. От чего-то вы не должны отказаться. Где-то мужественное решение для вас. Мужественное хотя бы просто потому, что это будет элемент новизны. Это будет то, к чему вы не привыкли. Так вот, какова же эта неожиданность? Пусть будет приятность, но мы раскроем все же позже. Сначала Ленорман. Мне интересно, что же вам будет помогать? Или что вам идет само в руки? Что вас будет радовать в эти 10 дней? Конечно, раскроем по основным сферам жизни. И первая карта – дело, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то конкретно оформление документов. Переложите на свою жизнь. Энергия денег, финансы. Что в личной жизни видят карты? Достанем карту совет, которую откроем позже. Итак, что же? Леса. По лисе это мы кому-то не верим. Может быть, вы вообще в таком состоянии, ну, внутреннее где-то ваше, когда вы столкнулись, может быть, и в недалеком прошлом с человеком, который вас подвел, мои дорогие.
Или каким-то образом в эти 10 дней какая-либо информация к вам приходит. И для вас это тоже может как раз быть перезагрузкой, в том плане, что был какой-то проект, вы уже себе что-то просчитали. А тут вас либо кто-то подводит, либо вы сами понимаете, что этот проект вы сами не будете продолжать, поскольку он не служит для вас каким-то прогрессом. Или то, что мне было обещано, 3 года ждут, к примеру. И я больше не верю, я больше это не продолжаю. Или я продолжу, например, и в последующем все лавры попадут не мне, а кому-то другому. Но, правда, есть элемент недоверия, переложить опять же на свою жизнь, но есть какая-то реальность, когда в каком-то вопросе может быть подвох, или этот подвох связан с человеком. Давайте откроем вторую карту. А тут вот так вот по-хитрому, мои дорогие. Карта Солнца. И это выбор правильного направления или те дела, события, то, чем вы будете заниматься, то, что вы поставите себе в приоритете на последующие полгода минимум, 6-8 месяцев какой-то вашей активности. И эта перезагрузка, не случайно шестерка мечей выпала. И я сказала, это тот успех, который к вам придет. Но рядом туз мечей, выход из лабиринта. И мы говорим о том, что это перезагрузка как принятие важного решения. Очень основополагающего, который будет иметь значение на последующие 6-8, повторяюсь, месяцев. Но, может быть, у кого-то первый аркан леса. И это свидетельствует о том, что побудительным мотивом или словно как подталкивает вас что-то принять это решение. Причем я могу сказать, у кого-то проиграется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пусть эта фраза избитая, но где-то в этой концепции может быть как раз ваша перезагрузка. Или когда вы столкнулись, опять же, с какой-то непреодолимой силой или обманом, с воздействием третьих лиц или третьих каких-то сил, которые для вас неожиданны, и тут вы понимаете, что нет. Вот теперь я чему-то словно ставлю барьер или ставлю точку в чем-то, и теперь я буду действовать совершенно по-другому. Это ваши, может быть, как новые начинания, когда вы больше готовы сами быть этой лисой, мои дорогие козероги. И такое я тоже не могу исключать. Почему? На аркан Солнца, на кону у вас что-то важное. Вам придется быть гибче тоже. Может быть, об этом карта говорит. Не будь открытой книгой для окружающих, Козерог. Окружающие тебе тем не платят. Каждый будет немножко на своей волне. И для тебя будет важно тоже где-то не афишировать свои планы или свои идеи. Идею тоже можно украсть, помните об этом. Или, каждый где-то преследует свой какой-то интерес. Поэтому, если мы говорим, столкнемся мы еще с разными людьми, мы еще наперед даже не знаем. Но быть гибче определенно стоит. Почему? Пусть на короткий период времени. Нам, допустим, посылает человека какого-то судьба. И даже в какой-то короткий промежуток. Значит, может быть какое-то сотрудничество. Но это скорее будет то сотрудничество, без иллюзий, мои дорогие козероги. Когда вы понимаете, что, сегодня есть у человека интерес, завтра он исчез. Так значит, и у меня где-то в той же концепции. Если мне сегодня есть какая-то возможность, значит, я ее использую. А не так, что мы устанавливаем что-то и, допустим, лет на 10-20. То есть быть даже более предприимчивым. К этому призывают нас карты. На кону, опять же, счастье, радость, новое качество жизни, по аркану Солнца. Что же еще за события? 2 светила вам выпадают, как и Солнце, так и Луна. По Луне это 1000 неопределенностей. Может быть, как раз и карта говорит, вверху аркан леса. Будь хитрее, я только что сказала. По Луне это мы идем в потемках, мы еще не видим ничего. И поэтому где-то быть более адаптивному определенно стоит. По аркану Луна я должна сказать, что будут периоды, когда вы можете чувствовать замешательство какое-то, вы будете чувствовать, я не знаю, как действовать. Мы идем в новом, словно, направлении, аркан Солнца. Но это направление, оно нами не опробовано.
Поэтому искусство мелких шагов будет очень важно. Как и гибкость, так и где-то, может быть, предприимчивость, а временами и хитрость, мои дорогие козероги. Но это важно. Перемены. Люблю эту карту, которая говорит сразу о многом. Корабль– один из символов Меркурия. Объемом информации, который вам придется, ну, работать, может быть, с ним, или где-то манипулировать даже с большим объемом информации, что-то узнавать, уточнять, принимать во внимание, от чего-то отказываться, эту самую фильтровать информацию или приходящие новости. И вот когда вы словно умеете вариться вот в этом котле, ну, если можно так принять во внимание эту фразу, но именно котле, каком-то бурлящем событий, если у вас получается где-то, может быть, отчасти и выкручиваться, где-то себе не вредить, все же по аркану Луна быть осторожней определенно стоит. Пусть не в этой колоде и вовсе даже не в Ленорман, но есть такая метафорическая прекрасная колода «78 дверей». И там аркан Луна, 78 дверей, если мы говорим. Так вот, в этой колоде принципиальное значение имеют двери или ключ. Открытые или закрытые двери. И есть этот ключ или его нет. Так вот, по аркану Луна идет страж двери, как ключ, чтобы открыть эту дверь. И стражем является не кто-нибудь, а хамелеон. И у вас выпадает лиса. Мы сказали, хитрить придется. Быть хамелеоном придется. На кону ваше солнце. А впереди перемены. И мы еще пока не знаем, какой метод сработает. Примите это во внимание. Для вас это будет важно на 6 месяцев, как минимум. Видимо, какая-то новая концепция перестройки вашей внутренней. Адаптация, мои дорогие, к любой ситуации. И по аркану Луны мы это можем сделать. Нам еще, кстати, подсказывает этот аркан, как карта «Не торопись же», опять же, где-то позволь судьбе развивать события в каком-то своем ключе. Где-то придется и наблюдать, и не упустить важную возможность, это тоже будет важно. С другой стороны, аркан корабль говорит о том, что много людей будет. Может быть, меняется ваш социум. Для кого-то действительно будут перемены в плане изменения работы, релокации офиса. Кто-то из вас может начать работать, кого-то заинтересует, так чтобы я мог работать, допустим, как ваша мечта, из любой точки мира. И здесь Меркурий словно будет поддерживать. Сами по себе перемены, которые ведут как и к новой концепции ваших заработков, или к новой деятельности, я такое могу допустить, или пусть ваша профессия, которую вы уже в ней эксперт, значит, могут быть перемены, которые связаны с графиком работы, или ну, какая-то структура может на вашей работе тоже видоизменяться. Или меняться руководители могут. У каждого здесь по-своему. Если вы вообще не работаете, допустим, да, здесь перемены, которые в обстоятельствах жизни будут на вас все равно в событиях воздействовать таким образом, чтобы вы, опять же, были гибче и себя адаптировали к какой-то ситуации. Это события извне. Меня смотрят люди из разных стран. События в обстоятельствах придут в вашу жизнь, и вам придется себя организовать по-новому или на что-то решиться, я вижу так. Но это те добрые перемены, которые перед нами открывают горизонты, какие-то возможности. Поэтому перемены уже у вас на пороге. Мои дорогие козероги, давайте откроем карту неожиданности. С чем это связано? Ну, десятка мечей, закрыть в прошлое дверь. И, может быть, решить какие-то вопросы. О себе могут напомнить. И помним, что у нас с начала января, да, собственно, весь январь, у нас находится Уран, планета, хоть ее и связывают с разрушителем. Или бытует такое мнение, но Уран никогда не разрушает то, что может быть продолжено. Поэтому, если что-то или кто-то словно уходит из вашей жизни, как бы нам ни было тяжело и сложно, ну, это значит, примите как данность, это как по судьбе. Мы не можем это изменить, понимаете? Но чем быстрее мы перестанем травить какие-то прежние раны, думая снова и снова, переосмысляя
то, что не может быть продолжено, или то, что мы не можем вернуть, или кого-то мы не можем вернуть, даже по самым сложным причинам. Но это нас где-то изнутри разрушает. И поэтому, как неожиданность, нам может о себе что-то напоминать, какая-то ситуация. И, видимо, вот этот уран, как в ретро-движении в Тельце, вам специально дается время в январе. Я смело об этом говорю, что не просто 10 дней, а где-то это процесс в течение января может продолжаться, потому что уран в Тельце, а Телец, как и вы, принадлежит к знакам зодиака стихии Земли, и вы можете это прочувствовать остро, как будто какое-то дежавю или те обстоятельства или та какая-то история прежняя, которая тоже тянется какое-то количество времени. Она должна быть приведена к какому-то балансу. Все должно быть расставлено по местам. Это для вас дает сильную позицию, словно оттолкнувшись от этого, начать путешествие в какие-то новые совершенно возможности, а то и к новым берегам, правда. И помните еще, когда выпадает десятка мечей, мы закрываем в прошлую дверь и, по сути дела, освобождаем место для чего-то нового. Вот такие изменения, как в неожиданностях, может быть, это приходит, опять же, с какими-то известиями неожиданными или с событиями, которые вы не можете изменить. Но для вас это где-то эмоционально сложновато. Вам нужно перестроиться. Вы люди надежные. И вы больше воспринимаете людей тоже где-то с позиции надежности. Почему не верить человеку, если вы сами где-то находитесь в более благородных энергиях, правда? А люди ведут себя по-разному. Или приходят через какие-то события извне к нам обстоятельства, и мы понимаем, да, мы этого не можем изменить. И как бы нам не было сложно или больно, нам нужно принять это, чтобы идти вперед. Но вот что-то подобное может в неожиданностях быть. В чем же ваша сила? Что вам будет помогать? Все то, что я говорила, старший аркан, суд. И посмотрите, это карта радости, это карта избавления от боли, избавления от страданий. И в этой колоде это очень красноречиво художник прорисовал. Идет наша ведьмочка и в свою волшебную флейту, как будто играет и волшебная мелодия, под которую танцует и она сама, и нам даже кот показан вместе с бабочкой. То есть сама по себе радость к вам приходит, когда вы закрыли в прошлое дверь. В этом как раз ваша сила, в этом ваш успех. И это вам буквально помогает. Все то, что я говорила до этого времени. Дела, работа, бизнес. Ну, королева Пентаклей– это ваша карта. И даже если меня смотрят мужчины, это где-то ваши могут быть энергии, но такие более дипломатично лояльные. И это карта персоны, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Помните, это основная концепция. На дела, на работу, у кого-то учеба, у кого-то экзамены, или просто документ, или то, что вы себе наметили. Но у вас все получится, мои дорогие, потому что королева Пентаклей благополучие даже с нуля может отстроить. Поэтому ваш самый сумасшедший план, мои дорогие козероги, он может быть воплощен в жизнь. Главное, в себе не сомневайтесь. Будьте добрее к самим себе. Для кого-то по этой карте будет важны, кстати, вопросы вашего имиджа, здоровья. Почему здоровье? Карта не говорит о болезни, но она говорит о том, что наш имидж и наша бодрость– это вопросы здоровья. То есть уделять внимание самому себе придется. Себя где-то менять ни разу не про лень. Ну, хотя это качество вам вовсе и не свойственно. Но, может быть, вы себя оставляли на потом. По части как раз пройти какое-то обследование или что-то вас беспокоит. Вы думали, само пройдет. Беспокоит, но не сильно, к примеру. Нет, вот мелочей для вас уже нет. Вы тут, как знаете, основная мелодия вашей жизни, как минимум на полгода, и поэтому у вас должно хватить сил на все ваши начинания, продолжения, на то, что вы хотите реализовать, по сути, на собственную самореализацию. И здесь, по этой карте, пусть на дела, на работу, на бизнес, но это когда возможно все. Для вас возможно все. Очень сильная позиция. Но дипломатам, повторяюсь,
быть определенно стоит. Для кого-то из вас, мои дорогие, вопросы, связанные с жилищем или место вашего проживания, именно в январе тоже могут быть актуальными. Почему? Потому что Уран в Тельце. Какие вопросы будут затронуты? Первое – это вопросы территории или конкретно земля. И если лично в вашем случае это может проиграться как место вашего жительства, место вашего пребывания. На более глобальном уровне это могут буквально в общемировом масштабе вопросы территорий, ну, как-то решаться в течение января. И опять же, меня смотрят люди из разных стран. Где-то примите это во внимание тоже. И второе направление по Урану, ретро-Урану в Тельце – это деньги. И это все то, что говорит карта или аркан королевы Пентаклей. И здесь могут быть деньги, откуда к вам приходят деньги, или ваши финансовые какие-то активы, или заработки, или подведение итогов в отношении с банками, налоговыми организациями, или уже планирование на будущее. Что, как я буду действовать, что я буду развивать, или в последующем, каким образом я буду зарабатывать деньги. Вот самые разные такие направления, и это все где-то олицетворяет королева Пентаклей. Ну, сами по себе деньги, умеренность, ну, понятно, не протраты, и где-то подсчитывать придется, откуда приходят деньги, в каком количестве, как потратить. Может быть, сам по себе приход, расход, или в эти 10 дней кто-то будет готовить уже финансовые документы, как финансовую отчетность. Понятно, по этой карте мы не делаем крупных покупок или не торопимся куда-то. Все же аркан умеренности нам говорит о том, что умеренность нам буквально помогает. Хочу поднести эту карту поближе. Надеюсь, что видно. Вот так по-хитрому и спокойно прищурилась наша девушка, указанная на аркане умеренности. Это ведьмочка. Поэтому, мои дорогие, вот такие энергии, может быть, хитрые для вас по части финансов будут необходимы. И это старший аркан. Давайте мы узнаем. Личная жизнь. Королева кубков. Правда, вопросы семьи – это карта любящего человека. И у кого-то проиграется конкретно ваша любовь или ваша пара, взаимоотношения. Пусть выпадает королева именно. Ну, понятно, что для девочек это вы сами. Вы вообще будете играть с учетом двух королев. Первую скрипку или ваше желание вы поставите на первое место. Мои дорогие мужчины, для кого-то важная женщина в вашей жизни. Может быть, это недавнее знакомство, а если вы один или одна, то надо подумать о том, чтобы завершить какой-то сольный вариант. Полноценность, как счастье, так и совмещение возвышенного и земного, каких-то ваших будущих планов или планов сегодняшних. Это когда и вы не просто один, а когда есть тот человек, который способен за вас радоваться. Но всячески благоприятная карта на личную жизнь. Поэтому даже для тех, кто в одиночестве, самое время подумать о том, чтобы завершить это одиночество. Или по этой карте вам может приходить что-то, знаете, как интуитивное какое-то озарение, какой-то внутренний инсайт, развивать свое творчество, например. Если вы всегда хотели развивать свое ремесло, или вам какое-то направление было интересно, но вы не решались, вы откладывали это на потом. Личная жизнь не только про любовь. Вы можете в эти 10 дней, правда, на что-то решиться. Совет от карт давайте откроем. Мне нечего добавить. Продолжение следует, королева Пентаклей. И все то, что я долго говорила, но, наверное, многократном увеличении, усилении, все означает по аркану императрица. Это символ нового «я». Это благополучие, изобилие, процветание, радость. Это где-то то солнце или наши намерения и цели, которые мы воплощаем в нашей реальной жизни. Для вас нет ничего невозможного, поэтому верьте в себя, в свою мечту, в себя самого или саму. И если вы хотите отстроить личную жизнь, значит 2025 год для вас абсолютно точно подарит эти возможности. Если вы сейчас уже состоите в паре, в отношениях, в семье, значит для вашей семьи что-то будет абсолютно точно
прекрасное, чудесное, как, ну, может быть, это вы друг друга узнаете с каких-то новых сторон. Кто-то может даже семейный бизнес открыть, я вполне такое предполагаю. Кто-то из вас может переехать куда-то далеко, кто-то из вас, может быть, поставит свои интересы на первое место, я имею в виду интересы по части заработка, творчества, и разовьет до такой степени, когда вы себя самого, как вот символ нового «я», переоцените по-новому, увидите свои грани возможностей совершенно как-то иначе. Здесь э, будущее практически не то что на пороге, а оно просто ждет, когда вы, мои дорогие козероги, окончательно закроете дверь в прошлое. Не случайно десятка мечей выпадает первой картой, потому что прошлое уже себя истощило или исчерпало, и вам, правда, нужно принять какую-то концепцию будущего. Своеобразный квантовый скачок вам придется в 2025 году сделать, совершить, и он начинается с адаптации к тем событиям, которые происходят в вашей жизни сейчас. И самое главное, больше индивидуальности. Плутон в Водолее как раз об этом говорит. Плутон уже не в вашем знаке, а в Водолее. Это новая концепция вдохновения и новая концепция свободы. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.